Здравствуйте, коллеги. Спасибо большое предыдущему докладчику за интересный доклад. Меня зовут Валентина Бирюкова, и я буду сегодня рассказывать про наше второе место на конкурсе от Авито на Кагле. У нас подобралась замечательная команда. Сергей Феронов, наш капитан. И Сава Колбачев занимался нейронками, можно сказать, он гуру нейронок. Я занималась больше деревянными моделями, XGBoost, CatBoost, LGBM и прочее. Итак, сегодня мы поговорим об этом соревновании. Сначала я расскажу пару слов об Авито, если вдруг кто-то не знает. Потом о данных, какие фичи мы генерили, какая у нас была валидация, модели. Расскажу про наш уже ставший знаменитым шестислойный стак из более чем 100 моделей. Также расскажу о некоторых других технических деталях. Расскажу о том, чего нам не хватило до первого места и что реализовала команда с первого места. Ну и все. Авито — это сайт в России, где люди, компании и магазины могут продавать товары, а другие люди у них покупают. Вот так примерно выглядит первая страничка этого сайта заядлого кошатника. И в этом соревновании нам нужно было предсказывать спрос на каждое из объявлений, но на самом деле мы так и не поняли до конца, был ли это спрос или нет. Было очень много теорий, о которых чуть-чуть позже расскажу. Итак, что вам нужно, чтобы добиться успеха и получить второе место на Кагле? У нас было у каждого из участников по своему серверу. Итого это было 2 сервера по 64 гигабайта оперативной памяти, 1 на 32. Хранилище данных на терабайт, который мы почти заполнили. 2 видеокарты. На аренду серверов и оборудования мы отдали больше $500, и это был не предел, можно было больше. Каждый день, с учетом выходных, каждый из нас тратил около 3-4 часов на соревнования. И можно сказать, что наши сервера работали вообще нон-стоп. Данные. Данных было очень много, они были разнообразные и очень интересные. Основной трейн состоял из 1,5 миллиона строк, тест из 500 000 строк. Еще было 5 гигабайт данных, сжатых данных, точно такие же, как трейн и тест, только без таргета, не размеченные. 70 гигабайт картинок для тех, кто хочет что-то еще с ними сделать. И небольшой файл, где была продолжительность размещения объявлений, информация о продолжительности размещения объявлений на сайте. Данные были, как я уже говорила, разные. Это были и числовые, и ID, и категориальные, и даты, каунтеры, картинки, тексты, и даже результаты некоторых других моделей. Таргет был от 0 до 1, и официальная легенда гласит, что это был спрос на товары, но на форуме было обсуждение, и мнения расходятся. Кто-то считает, что это было количество кликов на объявление, там, как-то на что-то поделенное или домноженное. Но у нас сложилось мнение, что это были предсказания какой-то внутренней модели в Авито, ну очень там странное распределение таргета. Ну не знаю, вот мы предсказывали то, что нам дали. Но могу сказать, что знание о том или понимание того, что это было на самом деле, никому особо не помогало, и люди из топа никак этим не пользовались. Ну, мы попробовали разные варианты, особо ничего не помогает. Оценка качества была RMSE. Вот так выглядели данные. Видим, что у нас здесь и ID, и категории типа города и региона, которые также являлись для нас еще геоданными. Просто категории, разбиты разные степени группировки. Тексты, цена — это числовые данные, еще каунтеры, даты, еще категориальные данные, ссылка на картинки. И вот image top 1 — это тоже, по-моему, как писали, что это внутренняя модель Авито, и это по картинкам какая-то фича, которая была очень сильная. Примерно то же самое можно видеть и на самом
То есть все эти данные брались прямо из объявлений. Вот у нас есть категории все, title, тексты, цена, и ниже еще description, но оно не поместилось. То есть все это было прямо из объявлений. Так, самое интересное, какие фичи мы генерили? Первое и одно из самых важных — это были текстовые данные, из которых можно было почерпнуть огромное количество информации, что мы и старались сделать. Там были текстовые данные, это тайтлы самого объявления, более концентрированные, можно сказать, описания предложения и более развернутые дескрипшены. Мы делали TF, IDF и count-векторайзеры по ним и просто передавали таким образом модель. А для других моделей гоняли SVD по ним и передавали результаты этих моделей. Очень хорошо на этом соревновании зашли фаст-тексты, причем предобученные фаст-тексты мы не использовали, а делали свои. И это было возможно, так как, говорю, было очень много, 2 больших файла на очень много гигабайт, 5 в сжатом виде и еще больше, там в десятки раз было больше информации. И на вот этом корпусе текстов мы обучали фаст-тексты свои. Причем разные способы пробовали только на тайтлах и на дескрипшенах, на тайтлах и дескрипшенах. И как бы все это давало прирост нашим моделям. Плюс еще разные были степени обработки данных. В целом это были очень полезные фичи. Также BPE для нейронных сетей, doc2веки и разные другие более банальные фичи, такие как длины строк, одинаковые слова в тайтлах и дескрипшенах, специальные символы. У некоторых людей там по 3 восклицательных знака, количество цифр и многое другое. Я очень надеюсь, что после того, как у нас с Каглом и с Авито, получается, мы данные наши покажем, как там происходит все для топовых мест, и потом выложим огромный просто репозиторий с данными, с моделями, которые мы строили на Git. Так что, думаю, в скором времени это все будет. Категориальные данные — это был следующий очень важный тип данных, по которым, во-первых, мы строили статистики. Опять же, статистики брали по всему корпусу данных, не только по трейну и тесту. Считали средние по цене, считали продолжительность каждой категории, продолжительность каждого категории объявлений нахождения на сайте и их интеракции. То есть там по 2 категории, по 3 категории склеивали и смотрели эти категориальные фичи. И по ним делали, например, устойчивый к оверфитингу кодирование таргетом. Картинки тоже мы использовали как ту фичу, которая была предоставлена от Авито, так и свои делали. Например, из претренированных моделей, либо же, как небольшой пример, смотрели размытость картинки, пикселяризацию, яркость, и вот такие фичи доставали, ну, естественно, размеры ее. Тоже очень были все полезные фичи. И мы вот их картинки не просто использовали одну фичу, данную Авито, но вот эти 70 гигабайт картинок мы тоже гоняли в моделях и смотрели, что они дают. Давали прирост. Вот, это как тексты обрабатывали. Это, например, была обработка с помощью PyMorph, то есть первые 4 категории мы объединяли в одну и смотрели, что тут получается, и дескрипшены тоже обрабатывали. Это помогало давать более похожие друг на друга предложения, без учета окончаний и прочего. Также видно, что тут нету в итоговых английских слов, которые были отдельными фичами, также числа, знаки препинания и прочее. И вот этот вот фаст-текст с предобработкой данных по PyMorph тоже очень давал хороший результат. Также у нас была другая обработка. Это делается, чтобы не учитывать ошибки, которые люди могут допускать в словах.
В гласных это делается чаще, и плюс по согласным, в принципе, люди, ну, то есть русский человек может восстановить, что за слова там есть. И тут еще плюс пример именно интеракций, потому что здесь слова и город, которому они принадлежат. Но в целом конкретно вот этот фаст-текст не очень хорошо зашел, но подавал надежды. Далее, числовые данные. И тут главной фичей, которая лучше всего зашла, это были статистики по категориям, на цену, статистики цены по категориям и логарифм от них. И разница между логарифмом цены и вот это то, что мы получили. Опять же, это показывает, насколько каждый конкретный товар отличается от похожего товара в категории, и это было очень важной фичей. Геоданные. Города, регионы мы использовали как геоданные. Мы смотрели удаленность этих городов от других больших соседних городов, потому что логично, что люди могут из одного, ну, например, из маленькой деревни поехать за каким-то товаром в большой город, если он там есть и до него недалеко. Также смотрели, кроме этих статистик по соседним городам и по соседним большим городам, мы брали такие фичи, как популяция, размер территории, средние зарплаты и многие другие тоже. Даты мы почти не использовали. Единственное, что у нас были статистики по продолжительности нахождения объявления на сайте. Например, time series, которые в принципе тоже можно было строить и по категориям, по всему, они особо не зашли, но мы пробовали. И другие модели там без таргета, без использования таргета, это как кластеризация, ну и то, что в Авито было с Image Top 1. Валидация. У нас была очень хорошая валидация, она полностью коррелировала с лидербордом. Естественно, у разных моделей был разный гэп. У нейронок, по-моему, чуть поменьше, у деревьев чуть побольше, но они были однонаправлены вместе с лидербордом. И под конец уже соревнования, на втором месяце, даже на втором месяце, мы смотрели на то, как идет наша валидация. И если, например, она улучшилась, а на лидерборде модель не улучшилась, то мы чаще выкидывали эту модель, потому что она потом почти точно не заходила в стак. И, ну, не было смысла так делать, то есть эти способы мы отсекали. Немного про нашу валидацию. Она была по типу фолды в фолдах. Что это значит? Мы били не так кусочками, прям первая часть, вторая, третья, мы били рандомно, но для картинки лучше выглядит, когда кусочками. На трейне мы считали все фичи, которые так или иначе касаются таргета. То есть таргет-энкодинг, например, и прочие, и другие модели с таргетом считались внутри вот этого вот трейна. А валидационный сет обрабатывался ровно так же, как тест. И как будто он никогда не видел никакого таргета. И это помогало не переобучаться. Плюс у нас были разные другие уже модельные вещи, чтобы не переобучались. Что мы имеем в таком итоге? В таком итоге мы имеем, что у нас есть предсказанный валидационный сет, который в конце потом составляет мета-фичу по трейну. И также есть несколько предсказаний теста, которые мы усредняли, и это было нашей финальной посылкой для этой модели. А далее эта мета-фича и усредненное предсказание теста шло в стак. Такая валидация была очень честной и нам помогла. То есть мы выбирали хорошие модели и в итоге заняли второе место. Какие модели у нас были? Это был пул нейронных сетей и разных деревянных моделей и линейных. Наша лучшая нейронная сеть была на 0.2163 на паблике и имела в себе все те фичи, которые мы обсуждали, плюс еще некоторые специфические для нейронных сетей. Но вот
подробнее я вам рассказать про нейронные сети не смогу, потому что в этом соревновании их вообще не касалось. И если что, в конце у меня на слайде будут контакты моих сокомандников, которые ими занимались. Если будут вопросы, именно детали по нейронные сети, это вы вот им пишите, пожалуйста. Вот схема нашей нейронной сети. Это лучшая была, и у нас был прыжок в качестве нейронных сетей, когда начали делать бранчи со всеми данными, то есть разного вида. И текстовые, и картинки, и числовые, и категориальные, все как бы в одну модель засовывали, и это очень хорошо работало. Также у нас были сильные Light GBM. Выбор пал на них, потому что они были достаточно быстрыми, но и то у меня каждый Light GBM считался от 20 до 30 часов, но это было лучше, чем тот же XGBoost, который вообще не считался. Опять же, все те фичи, которые я обсуждала, они шли сюда. И был набор более слабых моделей, такие как Ridge, CutBoost, XGBoost. CutBoost и XGBoost мы использовали вообще по лайту, да, передавали им по 5-10 фич всего, и не делали вот приема, как в Light GBM, когда кусками оно обучается, а прям честные давали CutBoost и XGBoost. И тоже они считались по 20-30 часов, были очень слабенькие, но вносили разнообразие в стак и неплохо докидывали. Стак. Опять же, у нас было 6 слоев стака, и было сделано это неспроста. Когда у вас каждая модель считается 20-30 часов, чтобы сделать новый стак, вы не будете пересчитывать старые модели. Нет, вы, конечно, можете, но это будет очень долго. То есть вы не будете пересчитывать весь стак, иначе это будет очень долго. И наш капитан Сергей, он решил делать таким образом. На первый уровень мы подаем все предсказания моделей и метафичи, которые были получены по разным моделям, которые у нас были. Получаем предсказание 1, ну и то же, что было на лидерборде. Дальше второй уровень. К этому моменту мы сделали очередные текстовые вектора, картиночные вектора. И это все передали в стак второго уровня и плюс предсказания первого уровня. На третьем уровне все повторяется, добавляем новые модели, которые обучили, добавляем новые фичи. И что еще новое здесь, мы заметили, что на некоторых категориях модель очень плохо себя ведет, и поэтому добавили one-hot encoding этих категорий прям как фичу сюда. Зашло неплохо. И опять предсказание второй модели. На четвертом уровне все то же самое, плюс опять мы заметили, что некоторые данные наш стак предсказывает плохо. И поэтому мы сделали классификацию на эти плохо предсказываемые данные и на остальные. И взяли топ-фич и передали опять в стак. На пятом уровне были разнообразные нейронные сети, которые к тому моменту стали у нас очень сильные. Сингл-модели были очень сильные, и вот они у нас пошли на пятый уровень. Туда также входили помимо их фич предсказания четвертого уровня. Ну и шестой финальный, который мы уже там за неделю, по-моему, или за несколько дней начали делать. Там предсказания четвертого и пятого уровней, и плюс все новые сингл-модели, которые мы обучили к этому моменту. Опять же, такой стак показал себя хорошо, в том плане, что у нас был всегда предпосчитанный костяк предыдущих уровней, куда мы просто могли в конце добавить несколько новых моделей, и, взять предсказания предыдущего уровня, несколько новых моделей, несколько новых фич, обучить все снова быстро, там, в течение нескольких часов, что по меркам этого соревнования было очень быстро, и заслать на лидерборд и посмотреть, как оно хорошо или нет. Некоторые другие технические детали, о которых, возможно, еще стоит упомянуть. Про необычные библиотеки мы ничем особо не пользовались, но вдруг, если кто не знает библиотеку для Time Series, TS-Fresh или PyMorphy для обработки русского языка, то вот они. TS-Fresh не помог, потому что, в принципе, временные ряды здесь были плохие, а PyMorphy очень хорошо помогло, сделала классную предобработку для фасттекста, было все хорошо. Лучшие идеи, чтобы
прям в одном месте назвать, какие были. Это устойчивый таргет-энкодинг без ликов, без переобучения, достигающий за счет того, что считается он внутри фолдов и валидируется на данных, которые не видели этого таргет-энкодинга. Аккуратные статистики, опять же, это по всем данным, которые было очень-очень много гигабайт данных. Аккуратные в том плане, что если сначала не заметить, что там есть некоторые ID товаров, которые повторяются, то будут очень плохие статистики. Если это заметить, то статистики получаются хорошие, объясняется это тем, что один и тот же товар выкладывают несколько раз с перерывом. И у Авито, ну то есть в данных это считалось, как будто это новый товар, новый виток его выкладывания на сайте. Но мы их объединяли и смотрели вместе. Фаст-тексты очень хорошо зашли здесь, но опять же, это, видимо, люди читают тайтлы, это для них важно, читают дескрипшены, поэтому текстовые данные были очень полезные. И то, что прям дало большой прирост, это нейронная сеть на бранче всех данных разных типов. Не отдельно сеточки под каждый вид данных, а вот все объединять вместе. Дискуссии, форум на Kaggle мы читали, но особо никаких новых интересных для нас идей там не было, то есть не было полезно. И как распределялись роли? Я занималась деревьями, Сава занимался нейронными сетями, и Сергей занимался генерированием идей, фич и своим волшебным стаком. Времени было достаточно, но все были заняты своей частью работы. То есть, в принципе, там можно было еще месяца-два заниматься, и нормально было бы, еще бы лучшие результаты были. Но опять же, у нас хорошо подобралось то, что каждый занимался своим кусочком задач, и в итоге это дало хорошие результаты. Что же сделало первое место такого, что не сделали мы, и что им дало отрыв? Во-первых, когда наша команда, она была изначально целая, и мы так тем же составом дошли до конца. Ребята с первого места где-то в середине соревнования смерджились, и к тому моменту, когда они объединились, у них у каждого был свой уникальный и очень сильный подход. В итоге, когда они объединились, их стак, то есть просто первый вот после объединения, он уже был в принципе сильнее, чем наша лучшая модель, которую мы сделали в итоге к концу соревнования. Все-таки, когда ты идешь одной командой, в принципе, вы хоть и делаете какую-то diversity своих моделей, но в целом у вас подходы достаточно похожи. И это, не всегда хорошо. Но ребята на этом не остановились и сделали ту самую киллер-фичу, которая помогла им оторваться очень далеко от всех. Если мы делали просто статистики по прайсу, по всем данным, то ребята сделали модель, натренированную на прайс. Они взяли, опять же, все данные, все очень много гигабайт, и прайс сделали таргетом. И предсказывали, получается, как бы рыночную стоимость товара, и смотрели потом, что сами люди поставили, какую цену. И вот разница вот этих вот двух цен, та, которая люди сами поставили, и та, которая как будто честная для этого рынка, она и дала им прирост, который мы вот эту фичу не смогли найти и не смогли их догнать. Но мы в начале соревнования пытались это сделать, но у нас были слабые модели и немного недоработанные статистики. Поэтому мы попробовали, у нас не взлетело, а к концу соревнования, когда модели наши стали лучше, мы уже не пробовали, посчитав, что это плохая идея. Таким образом, вот это дало им первое место, хотя, в принципе, подходы у топов были достаточно похожи. Если вы посмотрите на Kaggle, там все вывесили свои white paper, плюс-минус подходы похожи, правда, у некоторых что-то лучше взлетело, что-то меньше, но в целом примерно одинаковые. Разве кроме вот этой вот киллер-фичи. На этом у меня все. Я попыталась рассказать такую, как каркас нашего решения, потому что двухмесячную работу очень тяжело
уместить в 20 минут. Если у вас будут какие-то вопросы не по нейронным сетям, то я с удовольствием сейчас отвечу. Если у вас есть вопросы конкретно по архитектуре, тюнингу и прочему нейронных сетей, то пишите моим сокомандникам Сергею или Саве. С ним поговорила, они с удовольствием вам ответят. Спасибо за внимание. Спасибо. У нас вопрос из чата. Говорят, что в ОДС ходят слухи, что вы обещали выкатить код на GitHub и спрашивают, когда это произойдет. Это произойдет, но с нами пока не связывались ни с Kaggle, ни с Авито, никто насчет кода, поэтому мы как бы посчитали, что сейчас его выкладывать не стоит. Но если все будет хорошо, мы обязательно выложим. Там очень много интересных решений, интересных данных, методов. Нейронки наши очень интересные были, так что думаю, будет все. Отлично. Поднимайте руки, кто вопросы хочет задать. Держите поднятую руку. Спасибо за доклад. Нету опасения вот с этим 6-уровневым стаком, что будут проблемы при воспроизведении решения? Ну, опасения такие всегда есть, но изначально, надеясь все-таки на топовые места, мы сохраняли все, что можно, то есть все ноутбуки иерархические, которые идут, все кусочки данных, все сохранено, и я думаю, все воспроизведется нормально, то есть когда нас попросят. Правда, это будет занимать 2 месяца серверного времени, но… Спасибо. Так, следующий вопрос. Кто еще хочет поднимать руки? Я хотел спросить, а там язык только русский был? Не было никакого украинского, казахского, еще чего-нибудь там интересного? Хороший вопрос. По-моему, не было. Ну, то есть мы особо это не смотрели, так как, в принципе, так хорошие были результаты. Единственное, там были частично английский язык, который… я для своих деревянных моделей обрабатывала отдельно, а в нейронках там, в принципе, без разницы, что ты им скормишь, они как бы и так поймут сущности. Я обрабатывала отдельно, они были как неплохая такая категориальная фича. Про украинский, казахский, наверное, можно спросить у Авито, если у них там, но все-таки мне кажется, что нету, но если и есть… Об этом никто, по-моему, не писал на форум, не обсуждалось, то, скорее всего, это либо не давало какого-то существенного прироста, либо его там не было. Как долго шла обработка текста по эморфии? Долго ли приходилось ждать? Нет. Нет? Быстро работает? Сейчас скажу. Я их распараллелила, эту обработку. По-моему, для дескрипшенов, которые очень большие, там строки большие, тайтлы они ограничены у них, а вот дескрипшены большие, что-то менее часа на все уходило. Фасттекст долго работал, около 8 часов. По меркам этого соревнования тоже не очень долго, но сам по эморфе нормально работал. А фасттексты просто усредняли по словам, да? Но мы им скармливали предложения и получали вектора нужной нам размерности. А в картинках вы, получается, только такие использовали фичи простые, то есть там насколько заблюрено и так далее, никакого DL по картинкам не было? Так, это лучше к моим сокомандникам. У нас были предсказания моделей… Сейчас, где они? Типа ImageNet, ResNet и прочее. То есть, по-моему, это DL есть. Да, вот. Они были претренированные модели и их результаты. Ну и плюс другие, такие как всякие характеристики именно картинок, которые мы уже сами вытаскивали. Ну и, наконец, еще один вопрос от меня. Поделись опытом, как вы объединились в команду, как вы вообще работали вот там в разных городах, сколько времени у вас уходило на общение, сколько там сами что-то делали? Все вечера, то есть все время после работы до 2 ночи и все утро.
тоже до работы, и все выходные. То есть мы постоянно были онлайн, не заходили почти никакие другие чаты, потому что... Вы все в отпуске были? Нет, после работы, я после работы. говорю, да. И в обеденные перерывы вот, не заходили никакие другие чаты, потому что нам хватало общения друг с другом. А объединились так. Я была знакома с Сергеем и предложила ему поучаствовать в этом соревновании. Он участвовал уже в другом соревновании с Савой и говорит, что будет очень полезно нам объединиться, потому что разными частями занимаемся, и каждый, в принципе, более или менее профессионал в каждой своей части, хорошие модели делает, и поэтому это будет очень полезно, так и сделали, и это был неплохой выбор, то есть команда подобралась под это соревнование прям отличное. Отлично. И результат тоже получился Неплохой, да. превосходный. Да. Поблагодарим докладчика. Спасибо.